Мистический роман «Лицом к прошлому». Автор текста и голос книги Ирина Грабер. Глава 1, часть 1. Крючок и атмосфера. Сколько весит 1000 человеческих жизней? И если сложить их вместе, получится тяжесть, способная раздавить гранитную скалу. Но Селеста носила этот груз так легко, словно это были крылья бабочки за ее спиной. Она помнила, как строились пирамиды, помнила поцелуй безумного поэта в средневековой Венеции и то тоскливое утро, когда на ее глазах уходил под воду библейский ковчег. Она умирала и рождалась вновь 1000 раз, меняя эпохи, года, дни, как перчатки. И все, чего она хотела теперь на исходе своего бесконечного пути, это просто оглохнуть. Оглохнуть от чужих мыслей, спрятаться от времени и, наконец-то, отдохнуть. Именно поэтому она выбрала Брюгге. Этот старый бельгийский городок казался застывшим в янтаре. Здесь, среди сонных каналов, по которым медленно скользили белые лебеди, время словно застревало в густом утреннем тумане. Местные жители никогда никуда не спешили. Они веками ходили по одним и тем же мощеным улочкам, мимо готических островерховых домов, пахнущих сыростью, старым камнем и свежими вафлями с корицей. Это был идеальный город-убежище. И Селеста идеально вписывалась в его пейзаж, став его самой странной достопримечательностью. На углу тупика Святого Духа, прямо под сенью старого платана, примостилась ее крошечная лавка. Обычные прохожие видели на вывеске простое «Чай у Селесты». И саму хозяйку они считали местным недоразумением. Она выглядела как хрупкий подросток с полупрозрачной фарфоровой кожей, которая, казалось, никогда не видела солнца. Тоненькая, невесомая, в летящем светлом платье она двигалась бесшумно, словно едва касаясь подошвами старых плит. Но те, кто осмеливался взглянуть ей в лицо, замирали. У нее были удивительные, пугающе пронзительные глаза, ясные, светлые, с лёдистым отливом, как у породистой лайки. Этот взгляд совершенно не вязался с ее детским лицом. В нем сквозило леденящее древнее знание. Часть 2. Чайный парадокс. Застывший Брюгге не любил перемен, и еще больше он не любил того, чего не мог понять. Поэтому город просто зажмурился. Чай, которым торговала эта странная фарфоровая девчушка, был местным чудачеством, настоящим гинковским фетишем для редких ценителей, ценой в половину чьей-нибудь месячной ренты. Прагматичные горожане лишь крутили пальцем у виска. Отдавать такие деньги за сушеные листы? Ну уж нет. Местные бюргеры предпочитали привычный крепкий кофе в кофейне за углом или дешевый цейлонский пакет из лавки бакалейщика. Для них заведение Селесты оставалось недоступной, высокомерной экзотикой. И все же ее лавка всегда была полна. Каждый вечер, когда каналы опускались в сизые сумерки, сквозь панорамные окна чайной разливался мягкий янтарный свет. Сквозь матовое стекло прохожие могли видеть силуэты. Люди сидели за столиками, склонив головы в тихой беседе
изящно поднимали тонкие пиалы, о чем-то безмолвно спорили. А лавка буквально дышала оживлением. Но человеческая психика — это удивительная вещь. Местные жители изо дня в день проходили мимо этого вечного аншлага, и ни один из них ни разу не задался вопросом, а кто все эти посетители? Откуда они берутся в городе, где каждый знает друг друга в лицо? Почему никто никогда не видел, как они заходят в эти двери или выходят наружу? Для Брюгге эти люди были просто безликим фоном. Наверное, богатые туристы, лениво думал почтальон. Опять наехали ценители из столицы, ворчал зеленщик. Коллективный разум городка искусно дорисовывал удобное объяснение, лишь бы не замечать очевидного. Эти гости не принадлежали ни Брюгге, ни этой стране, ни этому веку. Селеста создала идеальный камуфляж на виду у всех. Дорогой, закрытый клуб для избранных. Ширма, за которую никто из местных не рисковал заглянуть. Часть 3. Отреставрированный вариант. Если бы случайный прохожий решился подойти к панорамному окну и заглянуть внутрь, он увидел бы самую обычную, дорогую чайную в винтажном стиле. Элегантные круглые столики, начищенные до блеска медные подсвечники, мягкий свет абажуров. Самые обычные респектабельные господа в строгих пальто и дамы в изящных шляпках. Они неторопливо перелистывали страницы свежих газет, шуршали корешками книг и тихо, благопристойно беседовали за фарфоровыми пиалами. Мир за стеклом казался понятным, респектабельным и безопасным. Но этот интерьер был всего лишь голограммой, обманом зрения для смертных. Настоящую чайную не видел никто, кроме самой Селесты. Стоило ей моргнуть, и фасад благополучной европейской кофейни осыпался мертвой шелухой. В ее реальности не было никаких свежих газет и аккуратных пальто. Пространство лавки раздвигалось до размеров бесконечного, мрачного готического зала, где вместо потолка клубилось грозовое ночное небо, а тяжелые дубовые столы помнили прикосновение королей. О, гости! Эти гости! В углу, укутавшись в разодранный плащ, сидел молодой рыцарь. На его латах еще не высохла грязь затянувшегося крестового похода, а в глазах застыл ужас только что пережитого боя. Чуть дальше, у самого очага, бледная девушка в странном, невидовом комбинезоне из далекого будущего. Она лихорадочно грела тонкие пальцы о фарфоровую пиалу. В ее времени земля уже покрылась льдом, и тепла больше не существовало. За третьим столиком седой капитан пиратского брига, потерявший свой корабль в Карибском шторме. Он молча смотрел, как в его чашке чая отражается луна. Это была гавань для сломленных штормами времени. Чайная впускала только тех, кто запутался в своих эпохах, тех, кому нужна была пауза, чтобы не сойти с ума. Селеста скользнула между ними, невесомая, фарфоровая девочка-подросток с леденящим взглядом собаки. Она была их молчаливым ангелом-хранителем. Она наливала им напитки, которые не просто согревали, они заново склеивали их разбитые души, возвращали им память и силы вернуться в свои века. Но у этой магии была страшная цена. Селеста была абсолютно оглушительно одинока. Тысячи спасенных ею душ уходили обратно в свои столетия.
Но она оставалась здесь, запертая в теле вечного подростка, наедине с чужими тайнами. За стеклом чайной шумел обычный сонный ветер Брюгге. Прохожие шли мимо, и сквозь стекло им казалось, что в лавке играет тихая музыка, и слышен едва уловимый звон чайных ложек. Но если бы кто-то прижал ухо к самой замочной скважине входной двери, он замер бы от ужаса. За дверью стояла мертвая вакуумная тишина, сквозь которую прорывался лишь едва слышный, тоскливый вой океанского ветра и далекий треск погребальных костров. Часть 4. Архитектурный диссонанс. На другом конце Брюгге, там, где сонные затянутые ряской каналы обрывались у заброшенных городских пустырей, стояло здание, которое оказалось пощечиной всему средневековому величию города. Брюгге веками чтил строгий предсказуемый порядок, прямые линии кирпичных фасадов, угрюмый серый камень, островерхие готические крыши и окна, похожие на бойницы. Но этот дом на отшибе словно вырос из земли, вопреки всем законам логики и градостроения. И его стены не имели ни одного прямого угла. Они плавно изгибались, струились и дышали, напоминая текучую живую архитектуру Антонио Гауди. Окна были вырезаны в форме гигантских морских раковин, а крыша волновалась и изгибалась, как чешуйчатый хвост заснувшего в тумане дракона. Вместо привычной кирпичной кладки фасад был сплошь покрыт причудливой мозаикой из битого цветного стекла, которое в лунном свете вспыхивало глубоким синим, бирюзовым и изумрудными красками. Прагматичные местные бюргеры брезгливо обходили это сумасшедшее строение стороной, считая его архитектурным уродством и оскорблением всех традиций. Но именно здесь, внутри этой застывшей каменной фантазии, чуждой для всего остального Брюгге, жил молодой человек по имени Илай. Он был для города такой же аномалией, как и его жилье. Окружающие откровенно сторонились Илая, и его выдающийся ум, феноменальная память на детали, на глубокие, почти мистические знания архитектуры казались обывателям пугающими и непонятными. Там, где обычный человек видел просто обычную старую кладку, Илай читал историю. Он подмечал скрытые пустоты в стенах и трещины в фундаментах. Город считал его заносчивым гордецом, но Илай просто мыслил другими категориями. В тот вечер в его доме с текучими стенами было очень прохладно. Илай сидел за массивным круглым столом, вырезанным из цельного куска мореного дуба, который плавно вырастал прямо в пол. В его руках был тяжелый латунный циркуль, а перед ним, в наверенном свете лампы, были развернуты старинные пергаментные планы целого квартала Святого Духа. Илай привык верить точным расчетам, но то, что он обнаружен на картах, лишало его покоя. По всем документам городского архива на углу тупика прямо за стеной той самой дорогой и модной чайной Селесты должен был находиться глухой, замурованный простенок шириной ровно в 2 метра. Пустое, абсолютно мертвое пространство. Но несколько часов назад, проходя мимо лавки, Илай своими глазами видел, как сквозь этот глухой простенок внутри кофейни свободно прохаживался человек. Пространство лавки физически было намного больше, чем позволяли границы здания на его чертеже,
Это была невозможная, глупая геометрическая ошибка, которая ломала всю его науку. Илай прямо провел пальцем по линиям пергамента, и его глаза решительно блеснули. Но он не знал, почему. Но эта фарфоровая девчушка с пронзительным взглядом Лайки и ее странная лавка стали его личным вызовом. Он собирался вернуться туда завтра вечером, чтобы полностью докопаться до истины. Часть 5. Столкновение на рынке. На следующий день Илай так и не дошел до тупика Святого Духа. Судьба столкнула их гораздо раньше, на утреннем городском рынке, который шумел в самом сердце Брюгге. Рынок располагался на старой торговой площади, окруженной ратушными шпилями. Здесь пахло сырой рыбой, соленым маслом, свежеиспеченным хлебом и мокрой зеленью. Местные торговки в плотных фартуках громко зазывали покупателей, а чопорные бюргеры неторопливо выбирали товар к обеду. Илай заметил ее у прилавка со специями. Среди грузных местных жителей Селеста казалась хрупким, полупрозрачным призраком. На ней было все то же легкое, светящееся платье, а фарфоровая кожа будто светилась изнутри, в полумраке рыночного навеса. Она выбирала стручки ванили, двигаясь с той неуловимой грацией бабочки, которая так раздражала Илая своей нелогичностью. Настойчивый архитектор не стал ждать вечера. Сжимая в руке неизменный кожаный тубус, он решительно зашагал прямо к ней, на ходу формулируя свой безупречный, подкрепленный расчетами вопрос. «Мисс Селеста?» Его голос прозвучал сухо и громко, заставив соседних торговых обернуться. «Какая удача, я как раз собирался к вам. Позвольте узнать, какими законами физики вы руководствуетесь, когда расширяете внутреннее пространство своей лавки за счет 2-метрового глухого простенка, вы знаете, которого нет ни на одном городском плане? Вы понимаете, что нарушаете целостность несущих конструкций целого исторического квартала?» Вокруг них на мгновение воцарилась тишина. Торговки переглянулись, а толстый зеленщик Вольтер даже перестал взвешивать капусту. Горожане и так считали Илая заносчивым гордецом с его непонятными умными знаниями, а тут, средь бела дня, он набросился с какими-то формулами на одинокую сиротку-подростка. Селеста медленно повернулась к нему. В ее пронзительных, льдистых глазах Лайки не было ни капли испуга. Лишь бесконечная, тысячелетняя скука. Она окинула Илая взглядом сверху вниз, задержавшись на его серьезном лице и тубусе, и внезапно, мягко, по-детски, она рассмеялась. Этот смех прозвучал колокольчиком, но в нем крылся яд. «Господин архитектор!» Звонко, так, чтобы слышал весь ряд, произнесла она, состроив удивительную гримасу. «Вы так усердно измеряете стены, что, кажется, совсем забыли измерить расстояние между собственными ушами. Какой простенок! Какие конструкции!» По рыночным рядам прошел первый смешок. Илай вспыхнул, и его упрямый подбородок дрогнул. «И я говорю о точных чертежах», — сдерживая гнев, жестче произнес он. «Вчера вечером я лично видел, как внутри вашей чайной...» Вчера вечером!» — всплеснула руками Селеста, и в ее голосе зазвучала чистейшая, изящная издевка. «Так вы вчера вечером допоздна засиделись в кабаке у хромого гуся, а
потом решили подсматривать в окна к одинокой девушке? И теперь при всем честном народе обвиняете мои стены в том, что они двоились в ваших глазах после лишней-то кружки эля? Да как вы смеете? Я не пью эль, я вообще не пью. Илай буквально задохнулся от возмущения, понимая, в какую глупую ловушку его загоняют. «Ой, подглядывает, гляди-ка, умник наш, к девчушке-то вон в окна лезет!» Грохоча басом, хохотнул толстяк Вольтер, потрясая кочаном капусты. «Ой, и не стыдно вам, господин Илай? Сами-то живете в своем сумасшедшем доме с кривыми стенами, а к порядочным людям с линейкой пристаете!» Поддакнула торговка рыбой, неодобрительно качая головой. «Наша Селеста тихая сиротка, чаем торгует вон, слова лишнего никому не скажет, а вы ее своими дурацкими планами пугаете». Рынок взорвался дружным, обидным хохотом. Десятки глаз смотрели на Илая с насмешкой и осуждением. Местные обыватели с радостью ухватились за повод приструнить слишком умного соседа, а Селесту, которая так ловко и беззащитно отшила гордеца, в эту секунду искренне зауважали. Илай стоял посреди этого гогощичего, человеческого моря, бледный от ярости. Его безупречная логика и его гениальный ум оказались бессильны против банальной рыночной насмешки. Но он посмотрел на Селесту. На ее лице играла невинная улыбка подростка. Но в глубине прозрачных глаз Лайки горел холодный, торжествующий триумф древнего существа. Она щелкнула его по носу, как назойливую муху. Обозлившись так, как никогда в жизни, Илай круто развернулся и, не говоря больше ни слова, быстрыми шагами покинул площадь под улюлюканье толпы. Такая обида жгла изнутри. Но этот глупый провал лишь превратил его профессиональный интерес в глухую упрямую ярость. Между ними началась война. И теперь Илай был готов пойти на все, чтобы стереть эту фальшивую улыбку с ее фарфорового лица и доказать всему городу, что он прав. Часть 6. Трещина в реальности. Илай шел, не разбирая дороги. Гогот рыночной толпы все еще стоял в его ушах, но злость внутри постепенно сменялась чем-то другим. Странным, липким, пугающим чувством, которого он никогда прежде не испытывал. И его безупречный, выверенный до секунды мир дал глубокую трещину. «Что со мной происходит?» — лихорадочно думал он, сжимая кулаки в карманах плаща. «И я схожу с ума, мои глаза, они меня обманывают». На мгновение ему показалось, что мощеная мостовая под ногами качнулась, словно палуба корабля, а готические шпили домов Брюгге смазались, вытянулись вверх и превратились в зыбкие черные тени. Он словно проваливался внутрь собственного сознания, теряя опору. Рациональный ум, всегда бывший его главным союзником, теперь предательски молчал, не в силах выдать ни одного логического объяснения. Он бродил по городу часами, полностью потеряв счет времени и направлению. В себя Илай пришел только тогда, когда холодный ветер с канала резко ударил в лицо. Он сидел на старой деревянной скамье в небольшом безлюдном сквере. Накрапывал вечерний дождь. Оглядевшись, Илай вздрогнул. Ноги сами, вопреки его воле, привели его обратно. Скамья стояла в полумраке прямо напротив тупика Святого Духа, а через дорогу
в мягком янтарном сиянии окон спала и видела свои камуфляжные сны та самая чайная. Илай уже собирался встать и уйти, проклиная свою навязчивую идею, как вдруг колокольчик над дверью лавки звякнул. Но из двери никто не вышел, наоборот. К чайной приближалась гостья. Илай замер, позабыв, как дышать. Это была она, но это была не Селеста. Навстречу янтарному свету окон шла женщина, невероятно высокая, тонкая, с лебединой осанкой. В ее движениях не было ничего от девичьей легкости бабочки. Это была зрелая, породистая, ослепительная красота, от которой веяло опасностью. Она одета была в тяжелое, шуршащее платье из темно-бордового бархата, расшитое золотыми нитями и жемчугом, одежда необъяснимой, бьющей в глаза роскоши. Такую не носили в Брюгге уже как минимум 300 лет. На ее бледных плечах покоилась накидка из горностая, а темные волосы были уложены в сложную, высокую прическу, скрепленную драгоценными шпильками. Женщина шла по мокрой грязной мостовой, но подол ее царственного платья оставался безупречно чистым, словно она едва парила над землей. Илая подбросила со скамьи, как на пружине, и его сердце бешено заколотилось в груди. Весь его экзистенциальный страх испарился. Он уступил место охотничьему инстинкту. Это был его шанс и его доказательство. Он сорвался с места и побежал через дорогу, на ходу выплескивая всю скопившуюся за день упрямую ярость. Незнакомка тем временем коснулась ладонью тяжелой ручки двери. Колокольчик снова издал свой чистый серебряный звон, и бархатный шлейф исчез внутри лавки. Илай подлетел к панорамному окну чайной через 3 секунды после того, как закрылась дверь. Тяжело дыша, он прижался лицом к холодному, покрытому каплями стеклу, готовый увидеть королевский прием, бархат, золото. Но внутри был только обман. Сквозь матовое стекло он увидел только Селесту. Она в своем обычном виде, хрупкий, бледный подросток в светлом платье, спокойно протирала салфеткой пустой деревянный столик. Никакой высокой женщины, никакого бордового бархата и горностаев. Лавка была тихой, будничной и совершенно пустой. Новая волна бессильной, удушающей злобы накатила на Илая. Из него словно выкачали весь воздух. Она опять сделала это. Опять переиграла его, скрыв правду за секунду до его прихода. Поняв, что врываться внутрь сейчас значит снова выставить себя сумасшедшим, подсматривающим дураком, Илай резко отшатнулся от окна. Он круто развернулся и быстро пошагал прочь, растворяясь в сырой темноте Брюгге. Часть 7. Лихорадка и шепот прошлого. До своего странного дома с текучими стенами Илай едва добрел. Шаги давались ему с трудом, а ключи в замке отвратительно звякали, никак не желая попадать в скважину. Как только тяжелая дверь захлопнулась, силы окончательно оставили его. Он прислонился спиной к мозаичной стене, чувствуя, как его начинает мелко и изнурительно бить озноб. Голова горела, а руки, наоборот, стали ледяными. «Ох, мальчик мой, ну надо же, совсем ты промок, до нитки!»
Из полумрака гостиной к нему поспешила невысокая, полноватая женщина в теплом шерстяном платке. Это была Марта, его няня, единственный человек в Брюгге, который по-настоящему любил Илая и не считал его сумасшедшим. Она помнила его еще маленьким мальчиком, который вместо игрушек строил замки из речной гальки, и оставалась с ним даже тогда, когда Илай вырос и возвел этот безумный дом. Марта была простой женщиной, далекой от архитектуры и высоких материй, но у нее было доброе и чуткое сердце. Она знала, как тяжело Илаю среди глухих к его гению горожан, и оберегала его покой как могла. «Марта, мне что-то нехорошо», — прошептал Илай, чувствуя, как потолок над головой начинает медленно вращаться. «Я вижу, ты весь горишь. Ну, давай, снимай этот мокрый плащ», — засуетилась няня. Она подхватила его под руку и, несмотря на свою комплекцию, уверенно повела вверх по изогнутой лестнице в спальню. «Опять свои чертежи по ночам разглядывал. Господи, ты совсем не бережешь себя. Ум твой, твое проклятие, Илай. Слишком много ты думаешь, вот голова твоя и не справляется». Она уложила его в постель, укутала тяжелым пуховым одеялом и вскоре вернулась с кружечкой горячего отвара из лесных ягод и горьких трав. Илай послушно сделал несколько глотков, едва чувствуя вкус. Марта положила ему на лоб прохладное влажное полотенце, ласково провела рукой по его намокшим волосам и тихо зашептала какие-то странные, успокаивающие присказки, пока он окончательно не провалился в темноту. Но покой не пришел. Всю ночь Илая душила тяжелая яростная лихорадка, и его сознание превратилось в хаос из ломающихся линий, падающих готических шпилей и бесконечных лабиринтов. И посреди этого ментального пожара, в самом центре его иллюзий, возникла она. Та самая таинственная незнакомка из чайной. В его бреду ее бордовое бархатное платье казалось сотканным из застывшей крови, а золотые нити на вышивке горели живым огнем. Она стояла на вершине гигантской, уходящей в небо башни без перил, и звала его. Ослепительно красивая, недосягаемая, царственная, она протягивала к нему свои бледные руки. Женщина говорила с ним, но Илай не мог разобрать ни слова. Это не был французский, фламандский или любой другой язык, который он когда-либо слышал или изучал в своих книгах. Звуки были странными, гортанными, переливающимися, как звон древней меди, и тяжелыми, как удары колокола. Этот язык казался чуждым для человеческого уха, пугающим. Но парадоксальным образом, где-то глубоко внутри, на уровне инстинктов, Илаю чудилось, что он должен его понимать. Каждая ее фраза отказывалась странной вибрацией в его груди, словно пробуждая какую-то заколоченную, похороненную память. Илай метался по подушке, хрипло стонал и пытался докричаться до нее в своем бреду, но незнакомка лишь печально качала головой, продолжая звать его на своем таинственном, непостижимом языке, увлекая все глубже и глубже в разломы времени. Часть 8. Одержимость. Утро принесло не облегчение, а глухую свинцовую тяжесть. Когда Илай открыл глаза, лихорадка уже отступила, оставив после себя леденящую внутреннюю пустоту.
Он чувствовал себя абсолютно разбитым, словно всю ночь ворчали камни на каменоломне. В ушах все еще стоял звенящий гул той чужой, гортанной речи, а перед глазами стоял бордовый бархат платья. Марта крутилась возле его постели с самого рассвета. Она тихо шуршала юбками, поправляла занавески на окнах-раковинах и то и дело прикладывала пухлую ладонь к его лбу. «Ну, слава богу, жар спал!» Облегченно вздохнула няня, придвигая к кровати небольшой столик. На силу успокоился к утру Илай. Все кричал ты что-то на непонятном языке, и я уже думала врача звать. Вот, выпей горячего бульона, да я и гренки поджарила, как ты любишь. Тебе силы нужны, давай, поешь. Илай даже не взглянул на поднос. Запах еды вызывал у него лишь глухое отторжение. Он отвернулся к стене, натянув одеяло до подбородка. Внутри него не осталось места для обычных человеческих потребностей. Там горел один единственный иссушающий пожар. И ему не нужна была еда, и ему не нужна была вода. И ему, как воздух, прямо сейчас нужно было узнать, кто эта женщина из его сна. Он чувствовал физически, если он не найдет ответ, и если этот чужой шепот в его голове не прекратится, он просто умрет, и его разум выгорит дотла. Все утренние страхи, мысли о вчерашнем позоре на рынке, насмешки толпы и обвинения в преследовании — все это внезапно стало таким мелким, ничтожным и глупым. Да какое ему дело до мнения лавочника в брюке, и если сама реальность уходит у него из-под ног? И я пойду туда вечером. Хрипло и едва разжимая сухие губы, прошептал он в подушку. «Да куда ты пойдешь, болезненный такой?» Всплеснула руками Марта. «Тебе надо лежать!» Но Илай ее уже не слышал. Он принял решение. Он вернется в тупик Святого Духа. Весь этот бесконечный, тягучий день он провел в полузабытии, собираясь с мыслями. Он то мерил шагами свою текучую комнату, то часами сидел неподвижно, уставившись в одну точку. Илай выстраивал в голове план. Он просчитывал каждое слово, каждый шаг. Он караулом встанет у этих окон. И если незнакомка появится там снова, он ворвется вовнутрь, наплевав на любые приличия. А если ее там не будет? Что ж, тогда он заставит говорить эту фарфоровую девчонку, эту ненавистную, высокомерную Селесту, которая так глупо выставила его дураком перед всем городом. Она точно знает, кто скрывается за иллюзией ее лавки, и он добьется от нее правды, чего бы ему это ни стоило. Когда на брюге начали опускаться первые сизые сумерки, Илай подошел к зеркалу. Лицо его было бледным, под пронзительными глазами залегли темные тени, но во самом взгляде горело упрямое и лихорадочное пламя. Он накинул плащ, решительно проигнорировав испуганный вздох Марты, и вышел в сырую прохладу вечера, направляясь навстречу своей главной тайне. Часть 9. Безумный принц и первый вопрос. В тот вечер Илай одевался так, словно собирался на собственный уход из этого мира или на тайный королевский прием. Наплевав на практичность и здравый смысл, он достал из самого дальнего угла шкафа вещи, которые никогда не носил в повседневной жизни. Сегодня на нем был безупречный,
приталенный черный фрак, идеально сидевший на его высокой худощавой фигуре, и белоснежная рубашка с жестким воротничком. Накрахмаленные манжеты едва заметно выступали из-за рукавов, а строгий темный жилет подчеркивал его гордую, почти военную осанку. А в руках вместо привычного кожаного тубуса он сжимал длинный элегантный черный зонт-трость с набалдашником из потемневшего серебра. И хотя небо над Брюгге было чистым, и дождем даже близко не пахло, Илай опирался на этот зонт при каждом шаге, словно на изящную дворянскую трость. Когда он вышел на улицы города Брюгге, замер. Прохожие оборачивались ему вслед, вытягивали шеи. Люди смотрели на него больше, чем на сумасшедшего. Они смотрели на него, как на прекрасное, но пугающее видение. Илай в своем строгом, почти свадебном наряде, с бледным лицом и лихорадочно горящими глазами, выглядел как принц-изгнанник, случайно заблудившийся среди серых кирпичных стен. Обыватели испуганно перешептывались за его спиной, но ему было абсолютно все равно. Он шел, чеканя шаг, ведомый лишь призрачным шепотом из своего ночного бреда. Колокольчик над дверью чайной Селесты звякнул, возвещая его приходе. В этот час лавка была полупустой. Янтарный камуфляж магии работал в полсилы. Илай, стараясь не смотреть в сторону прилавка, где замерла фарфоровая хозяйка, прошел в самый конец зала и сел за небольшой столик у панорамного окна. Он расправил полы фрака, поставил зонт у колена и устремил взгляд на тех немногих посетителей, что сидели в углу. Он собирался искать глазами ту высокую женщину в бордовом бархате. Но вместо этого его взгляд впервые зацепился за детали, которые раньше ускользали от его сухой архитектурной логики. Чуть поодаль от него в полумраке сидел мужчина. Для обычного человека с улицы он показался бы просто богатым господином в дорогом пальто. Но Илай, рассматривая его вблизи, вдруг почувствовал, как по спине пробежал ледяной холод. Покрой этого пальто, ткань, пуговицы, манера держать осанку — все это было слишком безупречным, слишком архаичным. Рядом с ним женщина в изящной шляпке пила чай, но ее пальцы, державшие пиалу, были покрыты странными, едва заметными шрамами, какие бывают только у тех, кто всю жизнь держит в руках тяжелое холодное оружие. Илай перевел взгляд на соседний столик, затем на дальний угол, и внутри его безупречного математического ума наконец-то со свистом и скрежетом повернулся главный шестереночный механизм. Логика архитектора, всегда искавшая ошибки в чертежах, вдруг обрушилась на живых людей. Илай замер. Его пальцы судорожно сжали серебряный набалдашник зонта. В его голове, заглушая лихорадочный бред, четко и ясно прозвучал его самый первый и настоящий вопрос. Кто все эти люди? Он прожил в Брюгге всю свою жизнь. Он знал по именам и в лицо каждого бюргера, каждого зеленщика, каждого нищего на паперти и каждого заезжего купца. Он наизусть помнил родословные местных семей до 4-го колена, но ни одного из тех, кто сидел сейчас в этой чайной, он никогда, ни разу в жизни не видел на улицах своего города. Они не ходили по мостовым, они не покупали рыбу на рынке, они не молились в соборе. Они парадоксальным образом
существовали только здесь, внутри этих стен, которые по его чертежам вообще были глухим простенком. Часть 10. Горький покой. Илай так глубоко ушел в свои мысли, выстраивая логические цепочки, что реальность вокруг него снова начала истончаться. Он не заметил, как в зале стало тише. Он не услышал шагов. Он просто очнулся от того, что перед ним, у самого стола, стояла в полумраке Селеста. На ее лицо больше не было той невидной издевательской улыбки подростка, которой она дразнила его на рынке. Она не пыталась казаться беззащитной сироткой. Селеста стояла неподвижно, глядя на него своими пронзительными ледянистыми глазами Лайки, и в этом взгляде читалось холодное и древнее сострадание. Когда она заговорила, ее голос не был звонким. Он прозвучал так низко, мягко, почти шепотом. Так говорят матери над колыбелью или лекари у постели умирающего. «Тебе нужен чай, Илай», — тихо произнесла она, впервые назвав его по имени. «Он снимет твою лихорадку, остудит огонь в голове и вернет тебя в чувство». Селеста видела его насквозь. Она понимала, что этот упрямый архитектор умудрился заглянуть за край, куда смертным ход был заказан. Он увидел то, что ему было нужно, ту прекрасную незнакомку, и теперь его разум выгорал. Она решила заварить ему особый сбор, чай, который сотрет из его памяти этот опасный бред, покроет плотным туманом все, что он себе понапридумывал за эти сутки, и вернет его к привычным и безопасным чертежам. Не дожидаясь ответа, она бесшумно развернулась и ушла за прилавок, растворившись в глубине темной подсобки. Едва она скрылась, как Илая накрыла новая, еще более страшная волна безумия. Вопросы в его голове взрывались один за другим, не оставляя пространства для вдоха. Лихорадка? Откуда она знает про лихорадку? Его сердце испуганно забарабанило по ребрам. Кто мог ей сказать? Марта? Нет, няня везде не выходила из дома и ни за что не пришла бы в это сумасшедшее кафе. Но больше никто в этом проклятом бюрге не знал, что ночью он бредил в огне. Никто. Мысли Илая метались. Они метались, как загнанные волки. Он не находил себе места, судорожно сжимая серебряный набалдашник своего зонта. И его безупречный контроль, его гордость, его гениальный ум — все рушилось под этим простым невозможным фактом. Она знала, чего знать не могла. И в эту секунду его голова внезапно стала невыносимо свинцово-тяжелой. Пространство чайной начало медленно клиниться вбок. Виски сдавило железным обручем, и внутри черепа разлилась неистовая ослепляющая боль, от которой перед глазами поплыли черные круги. И его рациональный мир не просто трещал, он разлетался на куски, заставляя Илая хвататься рукой за край дубового стола, чтобы просто не упасть на пол прямо в своем красивом фраке. Напряжение внутри него достигло предела. Илай чувствовал, как сквозь неистовую боль в висках прорастает дикое, первобытное упрямство. Нет, он не позволит усыпить себя этой фарфоровой кукле. Он не станет послушной деталью в ее чужой игре. Чего бы это ни стоило сейчас, когда она вернется, он заставит ее говорить. Он заставит ее выложить все, что здесь происходит.
Илай попытался глубоко вздохнуть, чтобы унять дрожь в руках и собрать разорванные мысли в одну четкую и жесткую фразу. Но мысли не складывались. Стоило ему ухватиться за одно слово, как оно тут же рассыпалось в сознании серым пеплом, уступая место звенящей пустоте. Рациональный, безупречный разум Илая больше ему не подчинялся. Охваченный паникой, он резко повернул голову к соседнему столику. Там все так же безмолвно сидел мужчина в старинном архаичном пальто. Илай хотел окликнуть его, схватить за рукав, потребовать ответа. «Кто вы? Откуда вы здесь?» Он открыл рот, но язык внутри оказался тяжелым и неповоротливым, словно налитый свинцом. Губы беспомощно разомкнулись, но из горла не вырвался ни один звук. Гортань перехватила судорогой, он не мог произнести ни слова. Логика, всю жизнь защищавшая его от мира, окончательно покинула его. Животный, липкий ужас сковал его тело. Это было хуже лихорадки. Пространство чайной вокруг него начало дышать. Янтарный свет ламп стал пустым, как патока, а вакуумная тишина зала теперь давила на барабанные перепонки силой океанской толщи. Илай понял, что нужно бежать. Бежать прямо сейчас. Прочь из этого проклятого тупика назад в свой странный дом с кривыми стенами, к Марте, к безопасности. Он попытался оттолкнуться от стола и встать, но ноги не слушались. Они превратились в чужие, онемевшие столбы, намертво приросшие к старым половицам. Он был полностью парализован собственной, бьющейся через край, ментальной болью. Заперт в ловушке своего идеального черного фрака, на виду у безмолвных призраков времени. А из полумрака подсобки, мягко ступая по полу, уже возвращалась Селеста. В ее руках дымилась маленькая фарфоровая пиала, и над ней поднимался тонкий зыбкий пар, пахнущий горькой полынью и застывшим временем. Часть 11. Снятие камуфляжа. Селеста подошла к его столику бесшумно, словно скользила по воздуху. В ее движениях не было суеты, только бесконечное ровное спокойствие. Она аккуратно опустила горячую пиалу на дубовую поверхность прямо перед его побелевшими пальцами. Чашка Илая пока оставалась неподвижной и чистой, над ней вился лишь едва заметный, обычный прозрачный пар. Но она не дымилась. «Выпей это, Илай». И ее шепот коснулся его слуха. Мягкий, прохладный, как капля дождя. «Это тебе поможет. Твой ум слишком велик для этого маленького города. Он сжигает сам себя. Выпей, и завтра тебе станет легче. Все вернется на свои места, ты снова будешь видеть лишь то, что должен». Илай не мог пошевелиться. Все, что ему оставалось, это смотреть на нее своими огромными, полными лихорадочно блеска глазами. Он был заперт в собственном теле, как в каменном склепе. В его голове бушевал шторм, вопросы вырывались наружу, разбиваясь о запертые губы. «Кто ты? Кто та женщина? Что ты со мной делаешь?» Но Селеста лишь печально и понимающе смотрела на него, считывая этот немой крик без слов. Оставив чашку на столе, она медленно повернулась, собираясь уходить.
Илай, собрав последние силы, поднял тяжелый взгляд, провожая ее фигуру. И его сердце пропустило удар. От прилавка удалялась уже не Селеста. С каждым шагом вглубь полумрака лавки силуэт хрупкого подростка таял, вытягивался и менялся. Это была совсем другая женщина, изгиб ее плеч, царственная осанка, едва уловимый шлейф невидимого бархата. Сквозь фарфоровый камуфляж девчушки на секунду снова проступила та ослепительная, пугающая незнакомка из его ночного бреда. Иллюзия двоилась, ломалась, сводя Илая с ума. Ужас и упрямство смешались внутри него. Единственное, что связывало его сейчас с этой уходящей тайной, был чай. Илай судорожно дернул рукой, преодолевая онемение, схватил пиалу и сделал резкий, отчаянный глоток. Обжигающая, почти кипящая жидкость хлынула в горло. Боль была резкой, физической, она мгновенно обожгла пищевод. Но этот термический шок сработал как разряд. Паралич отступил, а свинцовая тяжесть в голове сменилась звенящей кристальной остротой. Тьма перед глазами рассеялась. Тяжело дыша, Илай опустил пиалу и безумным взглядом обвел зал. Селеста уже исчезла в подсобке. Зато его взор упал на соседний столик, где сидел тот самый безмолвный мужчина в архаичном пальто. Перед незнакомцем стояла точно такая же чашка чая. И в эту секунду там началось то, что окончательно разорвало законы физики. Из пиалы мужчины вверх начал подниматься густой, истинно черный дым. Он не растворялся в воздухе, а закручивался в плотную тяжелую спираль. Илай, не мигая, смотрел, как внутри этого дымного вихря прямо над столом соткалось и ожило объемное движущееся видение. Но это было не море. Внутри дымного кольца бесшумно горели огромные костры, вокруг которых кружились в диком танце тени людей в звериных шкурах. А мгновением позже дым перестроился, и над чашкой выросла призрачная, обугленная готическая башня, медленно рассыпающаяся в пепел под ударами невидимых ядер. Это были чужие воспоминания, ожившие в воздухе, мгновения катастроф и личных потерь, которые этот человек пытался забыть. Илай заставил себя оторвать взгляд от дымного призрака и посмотреть вокруг. Горячий глоток чая Селесты подействовал совсем не так, как она планировала. Вместо того, чтобы усыпить его разум, он сорвал с его глаз пелену. Илай замер, судорожно вцепившись в край стола. Пространство дорогой европейской кофейни вокруг него стремительно осыпалось мертвой шелухой. Начищенные деревянные столики на его глазах превращались в грубые, потемневшие от времени дубовые плиты, изъеденные глубокими шрамами от мечей. Свежие газеты и накрахмаленные воротнички растворились. Илай наконец-то увидел чайную в ее реальном, пугающем и величественном обличии. Зал раздвинулся вширь на десятки метров, уходя в бесконечную готическую перспективу. Вместо потолка над его головой теперь клубилось живое, грозовое ночное небо, где беззвучно полыхали фиолетовые молнии. Стены лавки оказались сложены из колоссальных черных камней, покрытых слоем вековой копоти и древними светящимися руинами. Иллюзия не просто спала, она начала биться в конвульсиях, ломая остатки его здравого смысла. Истинный зал чайной то проступал сквозь стены брюги, то снова прятался за ними, и эта дикая пляска пространств окончательно сводила Илая с ума. Он судорожно вцепился в набалдашник своего зонта.
чувствуя, как реальность выскальзывает из его пальцев. Прямо перед ним, в полуметре от стола, из пустоты соткался высокий кованый стеллаж, заставленный вещами, которых в его мире просто не могло существовать. Илай, обладающий памятью на каждую деталь в истории искусств, смотрел на них с растущим ужасом. На верхней полке, лениво перебирая медными шестеренками, тикали карманные часы. Но вместо стрелок внутри их стеклянного брюха вращался крошечный, живой человеческий глаз, затравленно озираясь по сторонам. А рядом, в тяжелой серебряной раме, покоилось зеркало, но оно не отражало зал. В его глубине, укутанная в клубы зеленоватого тумана, молча кричала женщина, тщетно бьясь ладонями о внутреннюю сторону стекла. Илай зажмурился до боли, вдавив пальцы в веки. Это бред. Это просто бред, вызванный лихорадкой. Няня права, мой мозг сгорает. Лихорадочно шептал он себе под нос, пытаясь загнать себя в рамки привычной логики. Но стоило ему открыть глаза, как наваждение стало еще сильнее. Из черных каменных стен, проступающих сквозь камуфляж обоев, начали выдвигаться латунные полки. На них покоились артефакты, от которых веяло первобытным, пугающим холодом. Завернутые в истлевший шелк человеческие черепа с золотыми рунами вместо зубов, запечатанные сургучом стеклянные сосуды, внутри которых бились и изнывали пойманные грозовые молнии, старинные книги в переплетах из чешуйчатой кожи, чьи страницы сами по себе медленно перелистывались, издавая звук, похожий на предметный хрип. Вдруг все это безумие на долю секунды исчезло. Пространство резко схлопнулось обратно, вернув на место респектабельную кофейню. Джентльмен у окна снова мирно шуршал газетой, а на полках благообразно блестели фарфоровые баночки с цейлонским чаем. Илай облегченно выдохнул, но в следующее мгновение зал снова качнулся. Руны на стенах вспыхнули. Снова, да с такой силой. Грозовое небо над головой беззвучно раскололось фиолетовой вспышкой, а артефакты на стеллажах начали стремительно менять форму, превращаясь в груды тлеющего оружия и короны давно забытых королей. Это мерцание двух миров, эта невозможная пульсация пространства между тихим Брюгге и жутким готическим залом давила на его разум с чудовищной силой. Илай чувствовал, как его безупречный математический рассудок не способен переварить этот парадокс. Он окончательно сдается. Граница между сном, болезнью и явью стерлась без остатка. Он больше не контролировал ничего. Сжимая голову руками под аккомпанемент тиканья часов, с живым глазом и беззвучных молний, Илай сидел посреди этого кошмара, абсолютно уверенный в одном. Он сошел с ума. Он не стал допивать чай. Этот горький, полынный напиток, который должен был подарить ему забвение. Вместо этого он сорвал последние шлюзы. Пространство вокруг продолжало ломаться. Артефакты мерцали, живой глаз в часах безумно вращался, а стены Брюгге то исчезали, то возвращались. Выдерживать этот ментальный ад больше не было сил. Вскочив со своего места так резко, что стул с грохотом отлетел назад, Илай бросил пиалу. Он не помнил, как выбежал на улицу, как колокольчик над дверью испуганно звякнул ему вслед, он просто бежал. Он бежал по темным улицам Брюгге, не разбирая дороги,
задыхаясь, судорожно сжимая в руке свой дурацкий черный зонт. Ему казалось, что готические шпили домов тянут к нему свои каменные пальцы, а под мостовой бьется чужой гортанный шепот. Влетев в свой огромный дом, пустой, на краю города, Илай с силой захлопнул тяжелую дверь и задвинул засов. Кругом царила спасительная, глухая темнота. Он забился в самый дальний угол своей текучей гостиной, спиной прижался к прохладной, привычной мозаике стене и закрыл глаза, пытаясь спрятаться в своем привычном, безопасном мире. Но мир уже был разрушен. Следующие несколько недель превратились для Илая в сплошное серое забытье. Реальность окончательно потеряла очертания. Она растворилась в изнурительной, безжалостной лихорадке. Он то просыпался на пару минут, видя сквозь пелену слез изгибы потолка своей спальни, то снова проваливался в раскаленный бред. Ему казалось, что он вечность бредит по бесконечному черному залу, а над ним кружатся дымные призраки с чужими воспоминаниями. Испуганная Марта, видя, что мальчику становится только хуже на исходе первой недели, тайно вызвала лучшего городского лекаря. Пожилой доктор в строгом кафтане долго осматривал Илая. Он слушал его дыхание, мерил пульс и только качал головой. Но к полному отчаянию няни лекарь ничего не нашел. С точки зрения медицины Илай был абсолютно здоров. Его сердце билось ровно, легкие были чисты, а лихорадка не походила ни на одну известную болотную простуду. Доктор лишь развел руками, списав все на переутомление от излишней учености. Выписал бесполезную успокоительную микстуру и ушел, оставив Марту один на один с ее бедой. Все эти долгие тягучие недели няня почти не отходила от его постели. Днем и ночью она сидела на стуле у изголовья, бледная, с осунувшимся лицом и без устали крутила в руках старые деревянные четки. Пока Илай метался по подушке и хрипло стонал, Марта истово, до хрипоты в голосе молилась. Из ее глаз катились беззвучные слезы, падая на шерстяной платок. В эти тяжелые часы полуночи, когда дом затихал, Марта смотрела на измученное лицо своего воспитанника и думала лишь об одном — о той страшной, нерушимой клятве, которую она много лет назад дала его покойному отцу. Старый мастер, умирая, взял с нее слово, чего бы это ни стоило, беречь и охранять Илая. Он предвидел, что великий и странный ум мальчика рано или поздно привлечет к нему силы, с которыми смертный не сможет совладать. Отец просил ее стать его щитом, и теперь Марта, сжимая холодные пальцы бредящего Илая, без конца шептала в темноту спальни: «Сберегу, Господи, защищу. Чего бы мне это ни стоило, я не отдам тебя этой тьме».